Итак, друзья, наконец-то я приступил к изготовлению коньяка. Сейчас я вам покажу самую первую стадию. Так, мы готовим вино. Обычное вино. Как я уже показывал в предыдущем видео, то есть был виноград. Я его взял, оборвал. Получилась вот такая вещь. Вот я в две бочки поставил. Вот смотрите. Получилась вот такая штука. То есть я взял виноград, оборвал в бочку, сдавил его руками. Это было вчера вечером. Сегодня вот уже поднялась шапка мезги. Вот эту штуку, вот эта вот шапочка называется мезга. Вообще вот эти вот шкурки называются мезга. Вот это надо все перемешивать раза 2 в день. И вот так она будет стоять у меня дня 4. До того момента, как я ее выдавлю, потом разолью по бутылям. Ну, все подробно буду. Вот это наш будущий коньяк. Видите, как забродил уже. Сахар я туда вообще не сыпал. Сахаристость у винограда была хорошая. Вот. Ну вот так примерно это выглядит. Здесь у меня получается бочка 50 литров и бочка 60 литров. 110 литров вот такого сока пока что, будущего вина. А вот стоит бочка 15 литров, в которую потом, когда я ее приготовлю, вымочу, там выдержу на вине, нальется как раз вот этот спирт-сырец, который получится вот из этого. Итак, вино стоит у нас второй день. Шапка уже поднялась. Сейчас будем это все дело перемешивать. 2 раза в день вот так вот мешаем, чтобы вот эта шапка опять смешалась с выделенным соком. Так, дня 4. Ну, будем смотреть по кислоте. Оно уже превращается не в сок, а уже в вино. Оно уже кисленькое. Вот. И дня через 4 будем его отжимать. Итак, друзья, прошло 4 дня. Вот что у нас получилось в бочках. 4 дня после того, как я сдавил вино и поставил его бродить. Получается вот эта шапка мезги. Вот она. В одной бочке. Вот вторая бочка. То же самое. Вот, сейчас будем это все отдавливать и разливать по бутылям, уже чтобы вино наше бродило без кожуры. Мы именно качество вкусовых качеств вина не будем достигать. Нам важно здесь достигнуть крепости. Ну, поступим следующим образом. Тары у меня немного, поэтому сок я буду давить сразу туда в бочку. Выглядит это вот так. То есть такая приспособа. Просто друшлаг. И вот крышка. Берем вот эту шапку. Сюда насыпаем. Все. И руками его просто отжимаем туда. Я усердствовать сильно не буду при отжиме, потому что из вот этой оставшейся мезги я добавлю туда тепленькой воды, сахару и сделаю из нее чачу прекрасную. Как делать чачу, смотрите на моем канале, там в предыдущих видео там есть, как делать чачу именно вот из винограда, из мезги с вот этой. Вот, сейчас все мы это отдавим хорошенько, все раздавим. Возьмем сок, дальше я вам покажу, что делать. Итак, отдавил я сусло, получилось, вернее, жмых весь отдавил, мезгу, получилось 60 литров сусла. Вот. Сейчас вот это сусло я разолью вот в обычную бутыль из-под воды, вот в такие, и закрою гидрозатвором. Пробка вот так отлично подходит под гидрозатвор.
Ну, где-то вот так вот налью в каждый бутыль литров, ну, 19-литровый, ну, литров, наверное, по 15, по 16. Чтобы был запас, пена, если будет, сюда не уходила. Гидрозатвор, естественно, заполню водой. И вот так оно будет бродить, пока не выбродится полностью, пока не прекратится брожение. Ну вот, я все разлил по бутылям, поставил гидрозатворы. И будем ждать теперь, пока оно отыграется до полного, пока отбродится полностью. Потом это будет тройной перегон, и будет вон та 15-литровая бочка заполняться. Итак, друзья, наше вино простояло 21 день на гидрозатворе. Сейчас оно полностью отыгралось. То есть, смотрите, уже здесь ничего не булькает, то есть вино выигралось. С него сел хороший осадок, я уже 2 бутыля слил. Пришло время его перелить, то есть снять с осадка. Сейчас мы будем это делать. Здесь ничего сложного нет. Берем просто бутыль, ставим вот сюда. Это все не снимаем. Вот, я уже снимал. Смотрите, вино приобрело такой вот золотистый цвет. Я предупреждаю, говорил уже, это белый виноград шардоне. Вот такой цвет вина. Но мы ведь в итоге добиваемся не вина. Из этого материала мы сделаем коньяк. Ну, не коньяк, а виноградный бренди, так его назовем. Коньяк, наверное, это будет сильно громко сказано. Будет виноградный бренди. На вкус вкус сухого вина, терпкого сухого вина. И крепость в нем вполне приличная. А переливаем. Просто берем такой же пустой бутыль. Вот он стоит. Обычный шланг. И с этого переливаем в этот. Все, снимаем с осадка. Вот видите, сколько осадка в нем село. Вот это осадок. Вот. Этот бутыль заполним, возьмем следующий. Вот таким образом. Вот. Ну, я сейчас перелью, потом покажу готовый вариант. Вот из 4 банок, которые у меня стояло, получилось вина, материала для будущего коньяка. Ну вот, 38,5. 43 литра. Это, так сказать, полуготовое вино. Но нам вино настоящее не надо. Нам нужен материал, чтобы сделать дистиллят, коньячный дистиллят. То есть, почему это полувино? Я его не осветлял, не снимал там несколько раз с осадка. Как это все сделать, вы можете посмотреть в предыдущих видео. Ссылку я оставлю под этим видео. Вот. Вот, это полуготовое вино, скажем так, сырец для дистиллята. Оно у нас получилось, крепость в нем где-то градусов 10, вот по спектрометру видно. Это чисто сухое вино, вот это виноградный сок шардоне. Чистый виноградный сок, без сахара, без всего. Вот он 10 градусов, сухое вино. Ну и вот я все-таки отлил. Не могу не насладиться этим цветом. Получился супер, конечно. Янтарный, белое вино. Ой. Ну и на вкус оно довольно приятно на вкус. Ну, кислое сухое вино. Красота. Вот. И сейчас мы будем его перегонять. Процесс перегонки ничем не отличается от процесса перегонки любой браги, там, любого спиртосодержащего там вещества, жидкости. Как это я делаю, я показывал тоже в предыдущих видео, ссылочку оставлю, смотрите там. Не буду это все повторять. Единственное, покажу несколько моментов, когда уже сам процесс пойдет. Конечно, в идеале бы коньячный, медный аламбик специальный, да, все. Ну, когда-то я на него, возможно, раскручусь. Но сейчас я пока не готов. Вкратце, то есть вот это все дело я солью в перегонный куб.
подсоединю малыша. И все это дело на быстрой скорости перегоню. Да, здесь немножко скажу, что три раза буду я перегонять. То есть первый самый раз я буду вот это все дело перегонять на быстрой скорости, максимально, без отбора голов и хвостов. То есть вот выгоню все, что есть, пока горит. Второй раз я уже буду отсекать головы, перегонку, не отсекая хвосты. Третий раз я буду отсекать и голову, и хвосты. Почему так? Не знаю. Читал много литературы, смотрел видео других, так сказать, виноделов. Вот так и такая технология, так рекомендуют. Ну, мы не будем ее нарушать, так и будем делать. Ну вот, друзья, систему настроил, система заработала. Итак, как я уже говорил, мы делаем первый перегон на максимальной скорости, без отбора. На максимальной скорости я имею в виду при максимальной температуре, при какой возможно, чтобы брага не закипала, только вот-вот она подходила. Вот в этом плане имеется в виду. После всех манипуляций у меня получилось 20, раз, два, три, четыре, 5 и 3, 28 литров дистиллята первой перегонки. Сейчас я его перегоню второй раз. Процесс абсолютно идентичный первому. То есть я все это дело перелью в перегонный куб, настрою систему, незаменимый мой малыш. И перегоню это второй раз, но уже на медленной скорости, огонь убавлю на минимум, чтобы он только-только капал. И с отбором голов. Отберу с 28 литров 10%, грамм 250 я, около 300 грамм отберу. И потом еще раз перегоню. Это уже будет окончательный перегон. Это, так сказать, второй перегон. Вот, занимаемся. Итак, друзья, система заработала. Вот я произвожу отбор голов. Грамм 300 отберу. Тут у меня мерный стаканчик. Все, и продолжу отбирать уже до конца. После всех манипуляций с дистиллятом, вот у меня получилось 15 литров тройной перегон. Чуть меньше здесь, 14,5. 50 градусов. Этого будет достаточно, чтобы залить вот сюда в бочку. Что сейчас мы и будем делать. Сначала из бочки мы сольем вино. Как вы помните, она стояла у меня на вине. Запах. Так, ангелы тут у нас съели. Нормально так, с литр, наверное, выпили. Вот, сейчас сольем вино и зальем дистиллят. Уже я залью, примерно на 8 месяцев. Туда дальше, ближе к сроку, буду пробовать, потому что не хочу получить плинтусовку. Бочка будет работать первый раз на спирту, на дистилляте. Поэтому лучше, наверное, снимать пробу периодически, дабы не испортить продукт. То есть, как говорится, экспериментальным путем мы выведем, сколько месяцев должен простоять дистиллят в дубовой бочке, в 15-литровой именно. Потому что в зависимости от объема бочки разное время выдерживается. Год в год идеальным считается бочка 225 литров. Вот. Если в ней дистиллят выдерживать год, это и будет год выдержки. То есть чем меньше бочка, тем срок выдержки уменьшается. Вот приступим к сливанию. Обычная приспособа трубка. Опускаем. 5-литровая баклажка. И все, и сливаем дистиллят. Вино сливаем, вино. Так, вино мы слили. У нас получилось, все слили, 15 литров. Там еще вон чуть-чуть. Вино, конечно, приобрело такой более насыщенный оттенок. Янтарный. Вот в бутылях его хорошо видно. Немножко цвет изменило. На вкус. На запах то же самое. Такие дубовые нотки присутствуют.
Ну, если учесть, что это было не совсем вино, а просто материал для коньяка, то вполне приятный вкус. Ну что, будем заливать дистиллят. Поехали. Все вошло. Да, наверное, где-то с литр до верха не достает. Ну, не страшно. Что есть, то есть. Как я уже говорил, ориентировочно оставляем его на 8 месяцев. Как везде пишут, для 15-литровой бочки это идеальный срок. Ну, опять повторюсь, то, что бочка работает первый раз, и ближе к сроку я буду его пробовать. Снимать пробу, ну, чтобы не испортить напиток. Вот и все, друзья. До свидания, подписывайтесь на канал. Да, это вино, которое осталось, я его пущу опять на перегонку. С него получится отличнейшая чача. Просто суперская. Вот и все.